Чикаго – город небоскребов. Прогулки по его улицам и набережным незабываемы. Невероятная архитектура и настоящие сокровища, скрывающиеся внутри зданий. И когда мне выпала командировка в Чикаго, то я с радостью согласился и покажу в этом видео прогулку по великолепной миле, улице среди небоскребов, а затем пройду еще одну милю, чтобы вы сами решили, какая из миль великолепнее. Под крылом самолета одно из великих озер – озеро Мичиган. Оно целиком на территории США. Все остальные озера поделены с Канадой, поэтому Мичиган – самое большое озеро в США. А в геологической трактовке вместе с озером Гурон – самое большое пресноводное озеро по площади на всем земном шаре. На берегу озера стоит Чикаго, третий по величине город в США и крупнейший город в глубине континента. И это не глубинка какая-то, как полюс недоступности, а напротив, самый центр всех дорог. Лететь от Торонто 1,5 часа, а на машине ехать часов 9-10. Сегодня лечу самолетом. В солнечную погоду цвет воды озера изумительно бирюзовый, как у океана в тропиках. К сожалению, при заходе на посадку вид из иллюминатора на пригород, а не на высотке даунтауна. Аэропорт в Чикаго огромный. Вон, параллельным курсом еще самолет летит. Будем в раз на 2 полосы садиться. Тень скользит по жилым районам. Ох, наверное, и шумно там у них от самолетов. Еще одна особенность аэропорта – наличие метро, которым можно добраться до города. Вообще неожиданно, в Канаде такое только в Ванкувере встречал. На метро мы сегодня и отправимся. Это выйдет удобнее, чем арендовать машину, а потом мучиться с поиском парковки. Переход из аэропорта в метро по длинным коридорам. Но пешком дойти можно. Вокруг не серый унылый бетон, а интересные дизайнерские решения. Ну а потом музыку включат, картинки покажут. Сразу чувствуется крутой город Чикаго. Вон сколько других городов побратимы записались. В Канаде город побратим – это Торонто. Кстати, по-английски города побратимы – это сестринские города. Очередной мурал на стене. Сложные аллегории. Социально-антропологическое что-то. Билет на метро можно купить в автомате, все стандартно. Проездной на день стоит $5. Народу сегодня немного. Поезда каждые 7 минут отправляются, неплохо. Здесь конечная станция, значит найдется сидячее место. Нашлось местечко у окна. У бедолаг, живущих в этом районе, не только самолеты над головой летают, но и шоссе шумит, и поезда метро гремят. Половину пути поезд метро едет над землей. За окном мелькает городская застройка и платформы станций. Дома стоят вплотную к метро. Нигде такого не видел. Мечта риэлтора – недвижимость в 2 секундах от метро, если выйдете в окно. В просвет между домов мелькают высотки даунтауна. Но это ненадолго, метро ныряет под землю. Мой путь сегодня занял чуть больше часа. Доехал до университета Иллинойса, что дальше, чем даунтаун. Всегда любил гулять по территориям университетов. В Америке они напоминают европейскую застройку, то есть нормальная архитектура и, как модно сейчас, комфортная городская среда с пространствами для пешеходов. Начало апреля. Весна только начинается. Газоны зеленые и зимой, а вот цветущие деревья и солнечная уже теплая погода, особенно в апреле, радуют. Странно, что студентов немного. Хотя, наверное, все по аудиториям сидят. Вот так вот, в Канаде такого нет. В Чикаго любят строить необычные здания.
А в университете двух одинаковых и не встретишь. Здание, в котором буду работать сегодня. Ой. О! Что? Внутри холлы и коридоры. Сложное здание. Кто так строит? Кто так строит? Кто так строит, а? Но ничего, меня нашли и за ручку до нужной двери довели. Работал сегодня с капиллярами и наноканалами хроматографа. Все починил. Отложение солей. Прям как на этой стене. По-моему, это самое высокое здание Чикаго. Это не точно. Не знаю, что такое. Думал, какая-нибудь кривая Лагранжа. А это чум. Яблоня цветет. Университет недалеко от центра города, минут 20 на метро. Поэтому вид на высотке открывается прямо с территории университета. Куда же без селфи? На метро ехать с пересадкой. Так в Чикаго выглядят станции метро. Ну а мы выходим на поверхность, в самой гуще высотных домов. Машины, пешеходы, жизнь кипит. Большинство зданий – офисы и отели. Но часто бывает, что в одной и той же высотке есть все. И офисы, и этажи отелей, и квартиры для проживания. Знакомое местечко. В этой пиццерии мы обедали 2 года назад, знаменитой чикагской пиццей. Это когда в корзину из теста наплавляют пару килограмм сыра толщиной с руку. Мой вам совет. Берите размер меньше, чем глаза захотят. Все равно не доедите. Вот и наш отель. Тоже среди небоскребов. Отель нестандартный, так что давайте устроим небольшой обзор. Заходим, и при входе сразу ванна. Столько поручней, потому что номер, похоже, предназначен для людей с ограниченными возможностями. Поэтому поручни. А самое главное, обратите внимание, здесь, в этом номере, освещение на потолке. Редкость. Этаж невысокий, 4-й. Тут в предбанничке диванчик и шкафчик для вещей, но он совсем маленький. Я уже кинул сюда свою курточку. Сейф, тумбочка тоже в шкафу. Высокая мода на стене. Низкий мягкий диванчик со столиком для напитков. Это как бы гостиная, будем считать. Вот это налево кухня. Это, наверное, офис. Вот я пальцами-то намахал. Ну а здесь спальня. Ну чё, по-моему, вообще шикарный номер. Жалко, что на одну ночь. Можно вообще было бы зависать на все выходные. Ну и в окно. Я же самое главное не показал, что видно в окно. А в окно у нас видать вот эту башню. А что с ней такого, я специально расскажу. На момент постройки в конце 60-х это было второе по высоте здание в мире, после нью-йоркского Empire Building. 100 этажей и 2 100-метровых антенны. По сей день самый высотный бассейн в мире, где-то на 40-х этажах находится. Но мы были на самом верху здания, на 96-м этаже есть бар. И 2 года назад из-за ковида был шанс сюда попасть без записи и брони. Вид с 300-метровой высоты. Даже смотровая площадка в высотке есть, но в баре с бокалом осматривать окрестности веселее. Сегодня я не в баре, а на улице. Погода позволяет погулять, не холодно. А виды ночного города радуют глаз.
на подсветке не сэкономили. Есть и световые шоу. Его проецируют на фасад здания, как на экран. Но сегодня шоу концептуальное, его слушать надо. Виды ночного города, на мой взгляд, интереснее. Это парк в центре города, и сюда мы обязательно завтра днем вернемся. Тут же главный объект для туристов – металлический боб. Отель, в котором останавливался, при постройке выглядел так. Сохраненный фасад старого здания, а из него торчит башня. Видно, что был самым высоким на улице. Сейчас стоит в тени действительно высоких зданий. Как всем известно, Чикаго – место рождения небоскребов. И первый небоскреб в мире был всего 10 этажей, ниже нашего отеля. Забавно видеть дизайн сетевого отеля, вписанный в интерьеры старого здания. Вышло так себе. В Чикаго умеют намного лучше. Во время нашей прогулки сегодня я покажу пару мест, сами все увидите. Отелю пока-пока, а мы отправляемся на самую известную улицу Чикаго. Утро субботы, а город не спит. Вот что значит быть третьим по величине в США, после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. С пригородами население Чикаго будет 10 миллионов жителей. Так, вот мы и дошли до Мичиган-авеню. Концентрацию бутиков, магазинов, торговых центров, отелей, развлекательных заведений и ресторанов. Даже высотка, про которую я уже рассказывал, тоже здесь, на этой улице, находится. И все это носит громкое название «Великолепные мили». Идея проста. Стартовав от перекрестка Мичиган и Чикаго улиц, пройти вдоль великолепной мили. Помимо шопинга, ресторанов и отелей, официальный сайт Великолепной мили намекает, что есть много других занятий. Но фермерские рынки и арт-фестивали – это все летом, а сейчас ранняя весна. А колесо обозрения, концертные залы и музей – это вообще-то в соседних кварталах, и вот тут вот не надо примазываться. Вот что есть весной, так это тюльпаны. На этой стороне света нет, тюльпаны еще не цветут. Улица Гурон. Так называется одно из великих озер. Так, ну тут цветут не тюльпаны, а, не знаю, на катке. Или на нас спросить. Ага. Это большое здание оказалось Старбаксом. И не просто Starbucks, а самый большой в мире. Улица Эри, а следующая будет улица Онтарио. А давайте все 5 озер назовем. Верхняя, Гурон, Эри, Онтарио и Мичиган. До меня только сейчас дошло. Название улицы соответствует названиям Великих озер. Контуженные едут. В каждом городе такие есть. Прикольно. Так, Онтарио, а вот и наше озеро. Торонто стоит на озере Онтарио, поэтому нашим озером его и назвал.
А еще в озере Онтарио есть остров с замком. Кто не видел видео на нашем канале, ищите ссылку в описании. Вот такой вот тюльпан. Красавично. А все почему? А потому что тут цвета Мексики. Ну все, халява закончилась. Озер всего 5. Озерные улицы закончились, началась улица Агая. И, кстати, на улице Агая мы как раз останавливались пару лет назад. Ремонт невозможно закончить, его можно только приостановить. Большие города, как большие дома, всегда что-то под ремонтом. Тюльпаны на газонах уже бутоны повыпускали, а ведь только начало апреля. Плотность пешеходов возрастает. А я вспомнил, что обещал интерьер чикагский показать. Где-то здесь было классное кафе. Вот фоточки 2-летней давности. Кстати, во всех кафешках вкусно. Дорого, но вкусно. По этой тропинке наверняка можно выйти на пирс. Там где-то вдалеке виднеется колесо обозрения. Так пирс выглядит со стороны. Но туда мы сегодня не пойдем. Я вам великолепную милю показываю. Все в цветах. Это отель Интерконтиненталь. Так, на самом деле здесь обещают, что до пирса всего лишь 4 квартала вниз налево. Вниз я имею в виду к озеру. Натан Хейл был американским патриотом, офицером во время войны за независимость США. Он добровольно отправился на разведывательную миссию в Нью-Йорке по заданию Вашингтона, но был схвачен англичанами и казнен. Хейл считается американским героем. Ну и шикарное здание газеты «Чикаго Трибьюн». 140-метровый небоскреб в стиле неоготика, построенный в начале 20-х годов. У небоскреба есть фишка. В его облицовку вмонтированы камни и кирпичи различных строений со всего мира. Великая китайская стена, Тадж-Махал, замок Гамлета из Дании. Был и камень с Луны, и металлический обломок Всемирного торгового центра. На пешеходной зоне скульптуры для развлечения туристов, крылья. Напротив еще один небоскреб. Был построен компанией Уригли. Все знаете ее жвачку. Тоже красивое здание. Как я понимаю, сегодня в обоих этих высотках офисы переделывают в жилые квартиры. Кстати, в свое время я тоже жил в высотке, но это было в Москве, в высотке МГУ. Здесь, на пересечении великолепной мили и пешеходной зоны, свободное пространство, что-то типа площади. На этом великолепная миля и заканчивается. Из 13 кварталов мы прошли 8. Не все. И причина проста. Я берегу силы для следующей мили. Это, хоть и называется великолепное, но меня как туриста вообще не впечатлило. Я же не на шопинг приехал, а пройтись. Поэтому не ведитесь на маркетинг, а лучше пойдемте дальше, и я действительно покажу великолепные места. Мы продолжим наш путь по Мичиган-авеню. Мост через реку Чикаго. Уникальная река, знаменитая на всю Америку из-за покраски воды в зеленый цвет на День Святого Патрика, ирландский праздник. Меня же поразила история реки. Более 100 лет назад ее течение развернули.
Озеро Мичиган служит источником воды для Чикаго, и власти города решили, что негоже стоком всяким нехорошим стекать по реке в озере. И за счет строительства каналов им удалось развернуть реку, и теперь она несет свои воды в Южные Штаты, по Миссисипи в Мексиканский залив. Мне нравится такое решение, иначе бы стоки с города в сторону Торонто плыли бы. Вдоль реки проходит набережная, да какая, любимое место отдыха у горожан и отличный туристический маршрут. Видео прогулки по набережной выйдет следующим на нашем канале, а сейчас заправимся кофе. Мне было лень искать что-то локальное, и я очутился в старом пабсе. Из забавного: в туалет вход по кодовому замку, надо спрашивать код у официанта. Попытался заснять воробья крупным планом, но эта особь умна и на трюк с крошками перед камерой не повелась. Осталось пройти буквально пару кварталов, и начнется моя версия великолепной мили. Мое сердце химика разорвано в клочья. Карбид и карбон. Кстати, если кто знает, почему все советские школьники мужского пола знакомы со словом карбид, пишите в комментарии. Именно на это здание поднимался Данила в «Братья 2» и стишок рассказывал. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Сейчас этой лестницы уже нет. Но дальше нам по пути попалось кафе «Нутелла». Популярное место, аж очередь у дверей. Можно заказать баночку нутеллы со своим именем. Так, в очередь я стоять точно не буду. Да и к нутелле я равнодушен. Мы пришли вон оттуда. Высотка с баром, на самом верху видна. А идем вон туда, где деревья зеленеют. Погода просто подарок для апреля, тепло и солнечно. Опять знакомая вывеска. Это театр, куда мы на мюзикл ходили, Мулен Руж. Интерьеры театра интересные. А мюзикл не видел бы, не слышал бы сам, не поверил бы, что такое вживую исполнить можно. Очень классный. Но мы с вами идем вот в это здание с колоннами. Культурный центр Чикаго. Вход свободный. С пистолетами нельзя. Интерьеры хороши для дома культуры, но главная фишка на втором этаже. К сожалению, сегодня вход чего-то перегородили. Наверное, какое-то мероприятие ожидается. Но и отсюда все будет видно. Купол-витраж от Тиффани. Обалденно красиво. Жаль, что дальше в зал воинской славы сегодня не пройти. Там тоже интерьеры на уровне. По переходам можно дошагать до выставочных залов. В окна зала виден парк, куда мы дальше и пойдем. А пока быстренько осмотрим, чем тут впечатляют. Каждый раз новая экспозиция. Вход также свободный.
Вот что поражает, даже лестница достойна любого дворца. И она ведет ко второму куполу-витражу от Тиффани. Этот, скорее всего, самый большой в мире, который от Тиффани. Не такой красочный, как предыдущий, зато со знаками гороскопа. Вот мои весы. А вот и овен Полины. Все, интерьеры показал. И таких в центре Чикаго навалом. Очень и очень богатый город. Быки были одними из источников богатства. А так Дом культуры выглядит снаружи. Мы же пересекаем улицу, в конце которой видна высотка Уригли, та, с жвачкой, и попадаем в парк Тысячелетия. Деревья в цвету, весна. Видны металлические конструкции летнего театра под открытым небом. Днем немного ржавые, а вот ночью у них был получше вид. Парк огромный, но вы не пугайтесь, мы пойдем не в парк, а на смотровую рампу. Она прямо здесь и начинается, прямо как пирс в море, всегда привлекает людей. Слева открывается вид на озеро. Парк прямо до озера и простирается. Я же говорил, большой парк. И в прошлую поездку мы даже лесу здесь видели, когда гуляли. Вот он, вид небоскребов Чикаго. Где-то в одной из высоток есть консерватория, где дает концерты Чикагский симфонический оркестр. Мы были на уникальном концерте, где пианист был и дирижером. Просто дирижер заболел, а пианист здесь звезда и умеет исполнять специальную программу, где он и за клавишами, и палочкой машет. Ну и заканчивается все тупиком. А вокруг два здания — это корпуса Музея изобразительных искусств. Я вам скажу, это Эрмитаж какой-то. Нам дня не хватило. Второй раз возвращались, чтобы все осмотреть. Так он выглядит с улицы, с главного входа. Но с этого пешеходного моста тоже есть вход. А внутри античная классика. Американская готика. Импрессионисты. Одного Моне, который Клод 33 работы. Он, конечно, по стогам легче определяется, так тут и этих стогов целая комната. Но это все кадры двухлетней давности. Я думаю, что я смог убедить вас сегодня, что именно эта миля с театром, куполами Тиффани, музеями, симфоническим оркестром и есть великолепная миля. Ах да, есть тут еще и металлический боб. Сегодня боб на ремонте. А так, под ним тоже прикольно погулять. И селфи в отражении лучше получаются. Точность изготовления не ахти, поэтому искажает. Пытался на приближении сделать селфи со своим фотоаппаратом, стоя у дерева. На результат вы можете посмотреть сами.